Всем привет! В этой части я продолжу работу над кузовом квадро из Киберпанка 2077. Подготовлю поверхность и попробую сделать первую матрицу. В предыдущей части я выровнял модель и убрал все неровности пенопласта, а также успел ее покрасить, что в дальнейшем поможет мне убрать мелкие впадины и волны за счет разности цветов подложки и шпаклевки. Поверхности выравнивались грубо, и для более тонкой доработки я буду использовать автомобильную полиэфирную шпаклевку, которая не сильно любит пенопласт и растворяет его при нанесении на поверхность. Даже при том, что пенопласт покрашен, шпаклевка его растворит. Для матриц будет использована полиэфирная смола, которая также агрессивна к пенопласту. Чтобы избежать разрушения пенопласта, я покрою модель эпоксидной смолой, и для пробы я нанес ее на незаметный участок. В некоторых местах она впиталась, что говорит о пористости предыдущей шпаклевки, и смолу нужно будет нанести в 2 слоя. Друзья, как вы понимаете, нельзя создавать различные детали, а потом и модели целиком, не имея пространственного мышления. И если вы все же загорелись, но не знаете, с чего начать, то начните с саморазвития. Прокачивать мозг модно, а с головоломками от cccstore.ru еще увлекательно. Просто посмотрите, сколько здесь различных загадок, и это все разновидности известного кубика Рубика. Ставлю 10 баксов, что таких головоломок вы еще не видели. Попробуйте собрать Master Morphix или Redeminx, или Axis Cube 4×4. Кстати, cccstore.ru также занимается и развитием спидкубинга, скоростной сборкой головоломок. Встречи, турниры, денежные призы, все как полагается. Но если вы нацелены чисто на прокачку мозга, то вам пригодится мой промокод «Горящие». С ним вы получите 5% скидки при покупке, а также с каждым заказом магазин сделает вам подарок. Ссылочка на cccstore.ru в описании. Будь умным, будь модным. Начну работу с передней части, а именно с капота. Как я и говорил, воздухозаборники на капоте придется убрать. Мне не удалось сделать их одинаковыми, и они будут изготавливаться отдельно. Закрыл неровность шпаклевкой. Закрасил белые пятна той же краской, что и красил кузов. Приобрел обычный эпоксидный клей под маркой ED20. На обработку передней части у меня ушло 2 кг в 2 слоя. При 16 градусах в моей мастерской эпоксидка густая, и стоит ее немного подогреть, либо феном, либо засунуть банку в горячую воду на несколько минут, и состав станет жидким, как вода. Смешал 2 компонента и начал красить всю переднюю часть, капот, крылья и бампер. Эпоксидная смола работает как лак и делает цвет темнее. Сохла эпоксидная смола около суток, так же как и написано в инструкции. После нанесения на поверхности появились бугры и поры, которые несложно удаляются наждачной бумагой вместе с бруском. Чтобы наждачка не забивалась и не нагревала эпоксидную смолу, пользовался водой. После этого можно приступать к тонкому выравниванию поверхности для съема черновых матриц. Взял обычную автомобильную полиэфирную шпаклевку средней зернистости. Размешал с отвердителем и принялся шпаклевать модель. Я раньше никогда не шпаклевал поверхности таких размеров, и штатной системы вентиляции стало не хватать. Чтобы не отравиться и не вредить организму, я решил не тянуть, а установить сейчас вытяжной вентилятор, ведь все равно его нужно будет устанавливать при изготовлении матриц. Для этого взял такого вида вентилятор, он очень хорошо справляется с воздухообменом в мастерской. Установлю его по центру в стене, там где раньше было окно, благо я его закладывал пеноблоком, который хорошо пилится. У меня уже был похожий вентилятор, и я даже с помощью него пылесосил мастерскую, компрессором поднимал пыль с поверхности и за минуту вентилятор выдувал ее наружу. После установки вентилятора дошпаклевал поверхность и зашкурил ее с водой.
Далее на очереди, наверное, самая сложная деталь в модели – это передний бампер, у которого достаточно косяков, чего стоят только эти продольные полосы. Также усложняет работу над ним его низкое расположение, ведь его не получится снять и положить на стол. Начал работу с грубой доработки гравером, затем довел поверхность под шпаклевку наждачной бумагой. На всю переднюю часть у меня ушло где-то 700 грамм шпаклевки, что значительно сэкономило мне средства, нежели если бы я сразу доводил поверхность только полиэфирной шпаклевкой, не прибегая к готовой шпаклевке для стен. После доводки бампера шпаклевкой с помощью ПВХ пластика выровнял все отвесные поверхности передней части. Все стыки будут промазываться скульптурным пластилином, его не разъедает полиэфирная смола, и с помощью него очень просто дорабатывать поверхность модели. Пазухи бампера также выровнял с помощью вспененного ПВХ пластика. Так выглядит модель после полной черновой доработки поверхности. Подкрылки я буду делать с другого материала, и поэтому я оставлю пару сантиметров для крепления, а остальное отгорожу бортиком из пластика. Также разграничу бампер, так как нет смысла делать матрицу с нижней плоской части бампера. Еще перед изготовлением матрицы я хочу покрыть поверхность акриловым лаком, который должен заполнить риски от наждачной бумаги и придать поверхности гладкость. Первую матрицу решил снимать с капота, и чтобы не залезать на другие части, сделаю борта из пластика. Отбортовку нельзя приклеивать напрямую, так как это может испортить поверхность, лучше всего это сделать через малярный скотч. После полной изоляции нужной поверхности щель между пластиком и моделью уберу пластилином, и в этом мне поможет обычный стержень от ручки. Теперь нужно нанести разделительный состав на поверхность, чтобы смола не прилипла к модели. Так клеится малярный скотч к необработанной поверхности. У меня есть немного разделительного воска в виде пасты и жидкий воск в аэрозольном баллончике. Еще существует специальный спирт, который дает стопроцентное снятие, но я воспользуюсь им, когда он ко мне приедет. А пока я воспользуюсь пастой, ее нужно нанести на поверхность и дать ей высохнуть 20 минут. После этого ее нужно располировать мягкой тканью. Эту процедуру нужно повторить несколько раз, чтобы на поверхности стало 3-4 слоя воска для более легкого снятия матрицы. Так малярный скотч снимается с обработанной поверхности. А так отлипает от воска, который распылен с помощью баллончика, скотч вообще не липнет. И его я нанесу на сложные поверхности, поверх полироли. Поверхность подготовлена, теперь можно приступать к изготовлению матрицы. Для этого взял матричный гель-коут. Это специальный состав, который наносится первым. После отверждения он становится твердым и прочным, и более стоек к механическим повреждениям по сравнению с обычным гель-коутом или полиэфирной смолой. Также он имеет густую консистенцию, что дает толстый плотный слой на поверхности. В гель-коут нужно добавить специальный отвердитель 1-2% от массы и хорошо перемешать. Из-за его густоты перемешивал его в течение 5 минут. Наносится он обычной кисточкой, так же как и до этого эпоксидная смола.
Сох гель-коат где-то 5 часов. За это время я подготовил стекломат плотностью 300 грамм на квадратный метр. Он нужен для армирования матрицы. Разрезал его на разные куски, чтобы во время склейки не отвлекаться на эту работу. После отверждения гель-коата можно наносить на него полиэфирную смолу вместе со стекломатом. Замешал полиэфирную смолу в тех же пропорциях, добавил 2% отвердителя. В смоле мне попались непонятные комки, но думаю, это не повлияет на качество изделия. Сначала нанес смолу на гель-коат, затем накрыл ее стекломатом и стал пропитывать ее смолой с помощью кисти. В этой матрице я не использовал прикаточный валик, может быть в следующих попробую для общего развития. Когда стекломат полностью пропитан полиэфиркой и не имеет под собой воздушных пузырей, он перестает быть белым и становится прозрачным. Это значит, что можно переходить к следующему куску стекломата. В первых нескольких слоях старался пропитывать стекломат по максимуму и выгонять все пузыри воздуха. Если под гель-коатом будет воздушный пузырь, поверхность ослабнет, гель-коат треснет и придется матрицу доводить шпаклевкой. Так как капот у этого автомобиля гигантский, матрицу нужно укрепить металлическим каркасом, чтобы в дальнейшем ее не повело. Для этого взял старые квадратные трубы, новые для этого дела жалко использовать, и согнул своеобразный каркас под изгиб матрицы. Сварил прямо по месту, старался сильно не греть недоделанную матрицу. После этого каркас нужно приклеить к матрице все тем же стекломатом с полиэфиркой. Также еще накидывал слои стекломата на матрицу, по итогу их получилось около 6. На эту матрицу ушло 14 кг полиэфирной смолы и около 5 кг стекломата. Теперь я точно знаю, сколько материала нужно заказывать на всю машину. Думаю, смело можно заказывать бочку смолы и еще одну для изготовления деталей кузова, ну и несколько рулонов стекломата. Есть немного пузырей, но на верхних слоях они не так страшны, как под гель-коатом. После высыхания попробовал убрать борта и сделал это без особых усилий, надеюсь, матрица также легко снимется с модели. Но снимать ее можно будет только после стыковки к ней остальных матриц. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание, если вам понравилось, ставьте большой палец вверх, делитесь этим видео и не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны. Увидимся в следующей части.